Hello, this is Anna. I'm a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you on my YouTube channel. In this video, I decided to share my story with you. So I would like to tell you a bit more about myself and why and how I started to teach Russian. I truly believe that each person has a unique story, and it's really important and very interesting to listen to each other's stories. And of course, I believe that a teacher is not just a person who tells students about the genitive case or the passive voice. First of all, first and foremost, it's a person with his or her unique experience, his or her unique story, and the things that he or she wants to share with the world. And I believe that if a student and a teacher connect on this deeper story level, then the main goal why they came together, the educational goal, the goal of getting new knowledge, can be achieved much faster, and this road will be much more enjoyable. So if you find my story interesting, please support me with your likes and comments. They are very important for me. And I will be speaking in Russian so that you can get some additional listening practice. Ну что ж, давайте начнем. Вы знаете, что мой канал называется Анна Чер, Russian from the Heart, и многие люди меня спрашивают, что значит Чер. Это моя фамилия или это что-то другое? На самом деле Чер – это первый слог моей фамилии. Моя фамилия Чернышова. Но когда я создавала канал, мне показалось, что Чернышова, как и многие другие русские фамилии, звучит слишком сложно и слишком длинно для иностранцев. Поэтому я решила сократить свою фамилию и оставила только первый слог. Отсюда и появилась Анна Чер. А название Russian from the Heart предложил один из моих студентов, и мне оно очень понравилось, так что я решила его оставить. Я живу в Америке, в Нью-Йорке, уже 9 лет, и все это время я преподаю здесь русский язык как иностранный. До этого я жила и училась в России. Я окончила лингвистический университет в городе, который называется Пятигорск. Это город на Кавказских минеральных водах. Очень красивый маленький городок с прекрасной, невероятной природой. Там очень много гор, очень много озер, рек. Чудесное место. Я рекомендую вам открыть Google и посмотреть фотографии. И если когда-нибудь у вас будет возможность поехать в Россию, Москва и Петербург – это, конечно, прекрасные места, прекрасные города, но я очень-очень рекомендую вам заехать в Пятигорск. Это город, в котором есть источники, минеральные источники лечебные, и очень много людей со всей России и со всего мира приезжают туда лечиться. И когда я там жила, там был один из лучших лингвистических университетов в стране, который я, собственно говоря, и окончила. По образованию я преподаватель. Я изучала английский и испанский языки. Многие люди меня спрашивают, как так получилось, что я довольно неплохо говорю по-английски. Это заслуга моей мамы, потому что, когда я родилась, она начала самостоятельно изучать английский язык. Это стало ее большим, наверное, самым-самым большим хобби. И когда мне исполнилось 5 лет, она начала учить английскому и меня. И каждый день мы занимались, наверное, час, да, ежедневно. Я помню, что когда было лето, летние каникулы, мы сидели и занимались по 3, а иногда и по 4 часа каждый день. То есть работа действительно дает результаты, и язык действительно можно выучить и не живя в стране. Но, безусловно, мой переезд в Америку помог мне говорить по-английски гораздо лучше. Когда я поступала в университет, я не планировала быть преподавателем. Я думала, что я буду переводчиком, что я буду жить в России, может быть, буду работать на Олимпиаде в Сочи в качестве переводчика. Но
так сложилось, так оказалось, что преподавание– это одно из главных дел моей жизни. Я очень-очень люблю то, что я делаю. Я считаю, что это мое призвание, я действительно нахожусь на своем месте. И когда я приехала в Америку, я, честно говоря, не знала, чем заниматься, и я решила, что я пойду и найду работу в качестве преподавателя русского как иностранного. Я написала резюме, подготовила и нашла работу на следующий же день. И постепенно количество студентов у меня увеличивалось, их становилось все больше и больше и больше. И вот дошло до того, что сейчас у меня есть. И спасибо вам за это большое. Я очень ценю каждого подписчика, я очень ценю каждого человека, который смотрит мои видео, или с которым я работаю вживую, или который занимается на моих курсах. Большое вам спасибо. Я очень вам всем благодарна. Конечно же, я тоже люблю изучать языки, не только преподавать. Очень много лет, около 10 лет, я изучала испанский язык, но, к сожалению, я его практически забыла, потому что года 2 я не практиковалась, и язык улетает на удивление быстро. Так что если вы учите русский, пожалуйста, не забывайте, что практика, практика, практика– это главный секрет успеха. Я также изучала греческий язык около 2 лет и, в принципе, довольно неплохо могла на нем говорить, но, опять же, не попрактиковавшись год или 1,5 года, большую часть я забыла. Наверное, если бы я решила опять изучать испанский или греческий, то это все вернулось бы быстрее и легче. Но мне, честно говоря, очень-очень жаль, что я вложила столько труда, и все это ушло, все это потеряно. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь эти языки восстановлю. И вообще мне очень нравится изучать иностранные языки, разбираться в том, как работает эта система, как думают другие люди. В России один известный писатель сказал: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». И я с этим согласна. Действительно, каждый новый язык открывает какую-то новую дверь, да, это новая культура. Так что, если вы изучаете русский, то вы большие-большие молодцы, и вы открываете дверь в огромный-огромный мир чудесной, невероятной культуры. Конечно же, как у всех людей, у меня есть хобби. Я очень люблю путешествовать. Я объездила почти что всю Америку, я думаю, за это время, что я здесь жила и живу. Я была в некоторых странах Европы, я была, в частности, в Лондоне и в Швейцарии. И надеюсь, что в самое ближайшее время мне удастся попутешествовать еще и побывать в других странах. Я мечтаю поехать в Париж, мечтаю поехать в Испанию, в Германию, в Италию, конечно же. Я очень люблю искусство. Я очень часто хожу в музеи. Я очень люблю живопись, картины. И мне очень повезло, что в Нью-Йорке такое большое количество музеев. И, конечно же, есть Метрополитен-музей, в котором я частенько бываю. Я очень люблю проводить время со своими друзьями, пробовать что-то новое, пробовать, может быть, какие-то новые кухни, ходить в новые места, просто гулять. Слава богу, что в Нью-Йорке есть очень много возможностей для этого. Еще я люблю читать. Как-нибудь я покажу вам свою маленькую библиотеку. К сожалению, у меня не очень много для этого времени, потому что я много работаю, но когда выдается минутка, я всегда с удовольствием открываю книжку. Ну и, конечно, мое главное хобби– это моя работа. То есть я искренне люблю то, что я делаю, я всегда с радостью встречаюсь со своими учениками. Все мои студенты прекрасные, удивительные, уникальные люди, которые делятся со мной своими историями, я делюсь с ними своей историей, и мне кажется, в этом и есть секрет успеха, да, то есть помогать людям, делиться с ними, не жадничать.
Я очень люблю делиться и очень не люблю жадничать, поэтому я надеюсь, что видео на моем канале немножечко вам помогают и немножечко приоткрывают для вас дверь в прекрасный мир прекрасного русского языка. Вот такая моя маленькая история. Я надеюсь, что вам она хоть немножко показалась интересной. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пожалуйста, пишите их в комментариях. Я сделаю субтитры к этому видео и надеюсь, что вы меня поняли. Спасибо большое, что посмотрели. Увидимся. Пока.